Вот этот сайт я сделал полностью с помощью нейросетей. Раньше процесс создания сайта выглядел следующим образом. Нужно было нарисовать прототип в какой-нибудь программе, то есть черно-белые такие блоки, где должны находиться какие части сайта. Потом это нужно было отдать дизайнеру, который в специальной программе, раньше в Adobe Photoshop, теперь в Figma, должен был отрисовать дизайн. И этот дизайн нужно было согласовать с дизайнером. То есть нужно было подбирать шрифты, продумывать это все. И дизайнер делал это по несколько дней. То есть мы даем обратную связь дизайнеру, он уходит работать и работает несколько дней. Потом он возвращается, и мы переделываем, например. После того, как дизайн готов, нужно было отдать это все дело верстальщику, который из обычной картинки превратил бы это вот в такой вот сайт. Уже с анимациями, со всеми штуками. А потом нужно было бы отдать это отдельному человеку, который называется бэкэндер или просто программист, некоторые его называют. Он должен был создать админ-панель, где вы можете управлять сайтом. Можете, например, писать статьи или редактировать какие-то страницы и так далее. Сейчас я полностью весь этот процесс отдал нейросети. Я вместе с ней советовался, как поступить с каждым блоком на сайте, как использовать какие-то фишки, анимации и так далее. И я не редактировал ни один файл. Я просто общался с нейросетью как со своим компаньоном, партнером, который помогает мне делать сайт, и потратил я на это 2 вечера. То есть сейчас я показываю локальную версию сайта, потому что он лежит на моем компьютере, я его еще доделываю и буду доделывать там ближайшие несколько дней, а потом только опубликую. Но суть в том, что этот процесс занял у меня сильно меньше времени. И этот помощник, компаньон, он доступен 24/7 в любое время. Если я стою в пробке, в такси, я могу открыть ноутбук и доделать сайт. Прям вот так вот, сидя за компом, объясняя нейросети, что мне нужно. Вот, допустим, у меня есть админ-панель, где я могу создавать статью, могу вот здесь написать название для статьи, подгрузить картинку, могу сюда вставить какой-нибудь материал или текст, и этот текст могу форматировать. То есть здесь я эту админку настроил так, как мне нужно, под себя, мне очень все нравится. Но мне не нравится, что я не могу быстро вернуться на сайт обратно из админки. То есть мне нужно лезть в адресную строку и стирать слово admin для того, чтобы попасть на главную страницу сайта. Хочется добавить сюда аватарку, чтобы я по ней кликал и возвращался на главную страницу сайта. Что я делаю? Я открываю редактор кода, но не редактирую ни единой строчки кода. Я открываю чат с нейросетью и говорю: в разделе «Админка» нужно добавить в левую верхнюю часть сайта аватарку, такую же, как на главной странице, чтобы при клике на эту аватарку я возвращался на главную страницу. Все. Это все, что мне нужно было сказать нейросети. В разделе «Админка» нужно добавить левую часть, аватарку, такую же, как на главной странице. Все, дальше нейросеть разберется. Что сделает она? Она посмотрит, во-первых, какие инструкции для нее есть, какая задача сейчас стоит. Потом она ищет все файлы, которые связаны с админкой, для того, чтобы разобраться, как сейчас устроена шапка сайта, например. Затем она начинает смотреть какие-то конкретные файлы. Файлы админки, файлы шапки сайта, проверяет, смотрит, как сейчас это устроено. Думает немного и потом выдает свое решение. Когда она закончит, она попросит разрешения отредактировать файлы. И я увижу, какие файлы и что именно там она хочет отредактировать. Я нажму на кнопку «Accept», то есть я подтвержду. Ну, вы поняли. Сделаю подтверждение. Все, добавилась аватарка. Вот только что, буквально на ваших глазах, я доделал фишку на сайте. То есть я из админ-панели могу перейти в раздел на главной странице сайта. Все, вот я на главной странице. И дальше я снова могу попасть в админку, если впишу здесь слово admin. И так происходит со всем. То есть все, что мне нужно доработать, я просто излагаю, прилагаю скриншоты, показываю примеры, и нейросеть доделывает за меня. Вот эту анимацию я не делал тоже сам. Я объяснил, что должно быть, что должно происходить с этими точечками, и эта анимация здесь появилась. Все то, что я здесь доделаю, вы потом сможете увидеть на моем настоящем реальном сайте, когда я его опубликую. А если хотите научиться делать так же, чтобы нейросеть могла помочь вам написать какой-то скрипт, например, расширение для
вашего браузера. Или, например, плагин для какой-то программы, в которой вы каждый день работаете. Это может быть скрипт для Google таблиц. Это может быть Telegram-бот, который выполняет какую-то рутинную задачу или, например, становится очень популярным. Один из моих ботов набрал 20 тысяч пользователей. На самом деле старая цифра, 25 уже. И есть боты, которых я делал только для себя, но они почему-то оказались нужны другим людям и стали приносить деньги. Например, бот поиска похожих каналов. Я его делал для себя, когда занимался закупом рекламы в Telegram. А оказалось, что другим закупщикам тоже такой бот нужен, и они заплатили за это деньги. А таблица по маркировке рекламы, которую я тоже сделал с помощью вайп-кодинга, то есть когда я написал код, как бы не разбираясь в этом коде и не написав его руками, эта таблица по маркировке рекламы принесла больше 1 миллиона рублей выручки. Потому что, опять же, ей пользуются те, кто регулярно покупает рекламу в телеграм-каналах, и им нужно маркировать эту рекламу, потому что вышел такой закон. В общем, вайп-кодинг открывает прикольные возможности, когда можно не искать какой-то софт, а сделать его под себя. То есть вы можете для себя сделать какую-то программу, какой-то скрипт, какую-то автоматизацию, которая упростит вашу работу. И вместо 8 часов вы будете тратить на это, например, 2 часа или 15 минут, в зависимости от того, насколько вы заморочены. И у вас появится время для другого. Я набираю группу, с которой буду заниматься вайп-кодингом, буду объяснять, как это устроено, как лучше всего и какие лучше всего нейросети для этого использовать. По шагам буду объяснять в коротких видеоуроках, как и что нужно сделать. И оставлю пространство для самостоятельного изучения, то есть для экспериментов, чтобы вы могли с моей обратной связью сделать, например, свой проект. Своего первого телеграм-бота, своего ИИ-ассистента, свой скрипт, сайт, приложение, что угодно. Мы начинаем 1 марта, но если вы смотрите это видео позже, вдруг наткнулись на него позже, то группы стартуют каждое 1 число следующего месяца. Поэтому вы можете записаться, там есть специальные условия. Приходите заниматься, приходите разбираться с нейросетями. Мне кажется, это будущее, и теперь каждый сможет для себя делать софт, и я позиционирую вайп-кодинг именно как способ делать софт для себя, в первую очередь, и только потом для других. Вот для себя вы сможете делать невероятные вещи. Для других, если у вас есть достаточно усидчивости, вы тоже сможете делать невероятные вещи. Возможно, за это вам даже будут платить деньги. Меня зовут Артем Исламов, это Лысый из браузера. Рассказываю про нейросети так, чтобы вам было легче работать, учиться и жить. Подпишитесь на канал, в комментариях задавайте вопросы, лайк на это видео поставьте, это важно для канала, канал молодой. И увидимся в следующих видео. Пока.